И что вы думаете? Не удержалась я и сходила, купила еще один моточек вот такого нежно-персикового цвета. Как в предыдущем видео смотрели, да? Там цвет нежно-нежно-сиреневый, здесь вот такой вот персиковый. Хочу сотворить узорчик из данного цвета. Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам привет огромный, отдельный. Спасибо вам за ваши отзывы, за ваши комментарии. Я к вам сегодня с ниточками. Мне понравились на прошлом узоре ниточки. Я решила взять еще один моточек другой расцветки и показать вам узорчик. Итак, повторюсь, ниточки называются Naka Mohair Delicat. Состав: 5% мохер, 10% шерсть и 85% премиальный акрил. Ниточка на самом деле на ощупь очень мягкая, очень приятная. Конечно, вот такие вот ворсинки у волоски маленькие, они, если брать маленький крючок, они будут цепляться. Поэтому, новички, пробуйте. Не попробуйте, не узнаете, да. Берите крючок чуть потолще. Здесь у нас получается, производитель нам пишет, что берите крючок, они нам говорят, видите, 4 миллиметра. Берите 4. Я беру троечку. Мне, в принципе, понравилось, меня, в принципе, устраивает. Вот, я буду работать с троечкой. А вы, естественно, берите, опять же, не обязательно такую пряжу. Берите совсем любую, какая у вас есть. Единственное, чтобы соответствовала именно маркировке, какой необходимо брать крючок. Ну и рассчитывайте под вашу плотность. Итак, сразу же скажу цвет. 1292, да, 1292. Вот, в принципе, на камеру передается точно так же. Мне кажется, немножечко бледнее, чем на самом деле есть. То есть немножечко понасыщеннее воочию. Ну, в принципе, наверное, передается как есть. Итак, хочу связать узорчик. Раппорт узорчика будет равняться 5 петелек, так как ниточка не слишком толстая, да, крючок тоненький. Давайте наберем. С вами получается 5 6, 30. И дополнительно я наберу еще 10 петелек, вы увидите. Я хочу красиво закончить, получается, по краешкам. И получается, итого я наберу 40 воздушных петелек. Итак, раппорт узорчика 5 петелек. Вы набираете сколько вам удобно, я буду набирать 40. Договорились? Ну что, свяжем? Итак, смотрите, вот показываю ниточку, видите? Она как бы, конечно, пушистая, но не сильно. Есть ниточки намного пушистее. Вот эти вот волосочки, видите, они могут цепляться во время вязания. Поэтому изначально, как только планируете что-то набрать, петельки, столбики, просчитывайте заранее, потому что если захотите распутать будет сложно. Можно, но сложно. А так ниточка, в принципе, неплохая. Итак, как всегда, петелька фиксации в начале. Мы ее при наборе петелек не считаем. Теперь я набираю 40 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Вот наш будущий образец. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Помним, да? 3 петельки подъема. Это тоже столбик с накидом. Идем далее. Следующую петельку опять ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Я так провязываю большую часть узорчиков, вы уже заметили, да, потому что мои узорчики предназначены преимущественно для новичков. Поэтому опытные мастерицы, они могут данный ряд либо просто пропускать, либо они понимают, да, что в дальнейшем, ну, все-таки удобнее, так скажем, работать с верхушками столбиков, особенно новичкам, нежели с воздушными петельками. Поначалу можно пропустить, да, не посчитать и так далее. А столбик вы уже не пропустите. Поэтому набираем столбики. Столбиков должно быть столько же, такое же количество, сколько вы набирали именно воздушных петелек. То есть, если я набирала 40 петелек, должно получиться 40 столбиков. Понятно? А вы у себя смотрите, сколько вы набирали. Итак, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков.
У меня осталось еще 30 столбиков, да? Вы провязываете свои столбики, и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно. Так, вот наш ряд вспомогательный готов. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И у меня здесь получается первый, второй и третий столбик будут кромочными. То есть вот эти 3 петельки подъема — это имитация столбика с накидом. Далее второй столбик с накидом провязываем как столбик с накидом. И третий беремся за верхушку и провязываем тоже столбик с накидом. И у меня получается вот эти мои кромочные столбики в каждом ряду в самом начале будут. И в каждом ряду тоже в конце ряда будут. Я вам покажу. Далее что делаем? 2 воздушные петельки. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Есть. Далее воздушная петелька. И сюда же опять еще таких же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И у нас получается вот как бы такой веерочек. Угу. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й провязываем точно такой же веерочек. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петелька. И опять сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Получается, между веерочками у нас находится 2 воздушные петельки, а в центре каждого веерочка арочка из 1 воздушной петельки. Поняли, да? То есть сейчас до конца ряда вы что делаете? 2 воздушные петельки, веерочек, 2 воздушные петельки, веерочек, 2 воздушные петельки, веерочек и так далее до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наш ряд с веерочками практически готов. После последнего веерочка мы делаем 2 воздушные петельки. Точно так же пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот последние мои 3 столбика остаются. Я их провязываю как кромочные столбики. Вы, конечно, можете здесь придумать и 5 столбиков, и 7 столбиков, да. Как захотите, можете вообще не делать кромочные столбики. Это на ваше усмотрение. Вот. И в 3-ю петельку подъема 3-й столбик с накидом. Все, теперь уже точно ряд у нас закончен. Далее опять 3 воздушные петельки подъема, поворот и опять, как мы договаривались, да, начинаем и заканчиваем 3 столбиками с накидом. То есть здесь без вопросов. Есть 3 кромочных столбика. Далее смотрите внимательно, что мы будем делать. Теперь мы не делаем ни воздушной петельки, ни одной. Накид сразу же делаем. И будем провязывать наши веерочки рельефными. Вы можете изнаночными, можете лицевыми, как вам удобно, да? Я вот, например, буду захватывать вот так вот сзади наперед, делать лицевой рельефный столбик. Смотрите, захватываем, получается, сделали накид, захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Следующий столбик точно так же провязываем, вытягиваем ниточку, 2 петельки и 3-й столбик точно так же рельефный лицевой столбик с накидом. А далее смотрите, будем нырять вот в эту арочку и делать пышный столбик. Пышный столбик, накид, нырнули в арочку, вытянули ниточку, вытянули, держим на крючке. 1. Точно так же 2 раз, 3 раз, 4 раз. Я хочу сделать 5 раз. Вы можете делать 3 петельки, 3 накида, 4 петельки, 4 накида, 5, 7, 12, сколько угодно, да? Чем больше петелек и накидов, тем, естественно, эффектнее будет выглядеть пышный столбик. Но не забывайте, что пышный столбик кушает много пряжи, да? Итак, теперь все петельки вместе провязали и обязательно зафиксировали. Вот наш такой пышный получается столбик. Далее что делаем? Оставшиеся 3 столбика провязываем точно так же рельефными лицевыми столбиками с накидом. 1, следующий, 2, следующий, 3. Понятно, да? То есть вот такая вот у вас картина получается с одной стороны. Вот такая вот у вас картина получается с другой стороны. Видите? За счет рельефных столбиков изнаночные столбики дают вот такие вот полоски горизонтальные.
И в дальнейшем, когда вы свяжете образец, вы посмотрите, какая сторона вам нравится больше, какую вы оставите. Угу. Все, дальше продолжаем. Давайте еще раз покажу. Сразу же после последнего столбика мы не делаем воздушных петелек, сразу же перепрыгиваем на следующий веерочек. Накид. Провязываем точно так же 3 рельефных лицевых столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь в центр арочки провязываем пышный столбик. Я делаю из 5 петелек, из 5 накидов. Вы как угодно, да, вам? 1, 2, 3, 4, 5. Все петельки провязали, зафиксировали. И опять переключаемся на 3 столбика, провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. То есть это вот в моем случае, да. Вы можете их провязывать рельефными изнаночными столбиками с накидом, если вам так удобнее браться за столбик, да. То есть вы будете провязывать, у вас будет картина вот такая вот сразу же, да, на вашей стороне. Вот. То есть как вам удобнее, так и делайте. Все, давайте вот так вот до конца ряда. Так, то есть каждый веерочек вы провязываете рельефными лицевыми столбиками там или изнаночными и по центру пышный столбик. И вот так провязываем до конца. В конце ряда я вас встречаю, посмотрим, что у вас получается, что у меня получается. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот так выглядят наши веерочки с одной стороны. Так. И вот так вот они выглядят с другой стороны. Ну, я думаю, что, возможно, объемная часть вам понравится больше. Вот такая, да? Ну, посмотрим. Идем далее. Опять делаем 3 петельки подъема и провязываем наши 3 кромочных столбика. 1, 2, 3. Поворот. И второй столбик провязали столбиком с накидом. И третий столбик провязали столбиком с накидом. Далее наша с вами задача повторять точно так же, как мы провязывали самый первый ряд. Не вот этот вот наш, да, вспомогательный ряд, а там, где были веерочки. Вспоминаем. 2 воздушные петельки, накид. И теперь мы должны будем вот верхушку нашего пышного столбика, вот наша верхушечка, мы ныряем в эту верхушечку, аккуратно захватываем именно 2 петельки, так, как капелька. Вот 2 петельки. И провязываем вот в эту петельку 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2 и сюда же 3. Воздушная петелька. И опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вспоминаете, да? Вот. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И перепрыгиваем сразу же. Сразу же перепрыгиваем вот к нашей шишечке. Беремся за верхушку, захватываем именно 2 ниточки, чтобы у нас как бы как капелька, да, была. И провязываем. Так, накид, накид. И провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Воздушная петелька. И опять еще 3 столбика с накидом в эту же верхушку нашего пышного столбика. Поняли, да? Все. Несложно. Точно так же повторяем самый вот этот вот первый ряд с веерочками. Давайте. До конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот еще один ряд веерочков. Красота, да? Получается объемная. И опять делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Провязываем наши 2 столбика. Итого получается 3 кромочных столбика. И вспоминаем, здесь мы будем провязывать с вами без воздушных петелек сразу же рельефные лицевые столбики с накидом. Захватываем сзади наперед столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Со вторым столбиком точно так же рельефный лицевой столбик с накидом и с третьим точно так же. После 3 столбиков помним, да, вот в эту вот арочку мы должны будем провязать пышный столбик. Итак, накид. Нырнули, вытянули ниточку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, обязательно зафиксировали. И продолжаем следующие 3 столбика. Провязываем точно так же рельефными лицевыми столбиками с накидом. То есть узорчик состоит из 2 рядов. В одном ряду вы делаете веерочки. Так, в одном ряду веерочки. По втором ряду вы возвращаетесь и делаете рельефные лицевые столбики и пышный столбик. Все. Не забывайте, что в одном ряду вы делаете между веерочками 2 воздушные петельки, а в следующем ряду воздушных петелек у вас нет.
Все, давайте мы увеличим наш, получается, образец на несколько рядочков, да. Посмотрим, что в итоге получится. А в итоге должно вот как бы, я считаю, что изнаночка, так, а эта сторона будет лицевая. Она будет расти и будет такая объемненькая, интересненькая. Угу. Все. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Так, вот я связала несколько рядочков. Готовы посмотреть, как на красоту? Я считаю, что это изнаночка, да? Итак, раз, два, три. Опля. Гляньте, какая необычная красота. Да? Согласитесь. Необычно, необычно. Красиво, красиво. Кофточка, кардиганчик, да палантинчик. Все что угодно, да, смотря какая пряжа, естественно, у вас будет. Возможно, это будет даже полиэфирный шнур, это будет отличный коврик. Если это у вас будет, например, полипропиленовый шнур, сумочка, да, смотрите, сумочка, может быть клатч и так далее. Если у вас ниточки тоненькие, это маечка, топик летний, гляньте, такой дырявчато, ажурно, красиво, объемный. Видите? Шикарно? Шикарно. Мне нравится. А вам? Вяжется, конечно, очень просто. Ну, чего там, 2 ряда. Туды, 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 туды. Красота. Из этих ниточек вообще великолепно. Что, давайте замеряем, какая у нас по размеру получилась красота. Так, я, получается, набирала 40 петелечек. Если эта же пряжа, этот же крючок, моя плотность вязания, у вас может быть другая, да, то вот приблизительно это будет в районе 21 сантиметра. А тут у нас получается вот один такой вот веерочек красивый, да, с пышным столбиком. 2 ряда, да, то есть 2, 4, 6, 8, 10. И здесь я закончила 11, и начало у меня 12, да, 12 рядочков. Смотрим, сколько это получается у нас. Ну вот 13, так скажем, с хвостиком сантиметров. Класс. Да класс, смотрите, как тянется шикарно. Смотрите, как супер, видите? Как он переливается, играется объемами своими. И смотрите, хотела показать, как я закончила, да? То есть, получается, мы же заканчиваем, у нас же вот такой вот как бы веерочек идет, да, возвышение и впадинка такая. То есть, я просто сделала, что, опять же, 3 кромочных столбика, здесь 4 воздушные петельки, присоединила столбиком без накида к верхушке, к шишечке. 4 воздушных петель. И присоединила столбиком без накида. То есть то же самое, что мы здесь сделали. Мы пропускали 4 столбика и к 5-му присоединялись. Помните, да? А обратно, получается, прошлась сколько воздушных петелек, столько и столбиков. То есть 4 столбика, 4 воздушные петельки, 4 столбика. К столбику без накида присоединилась столбиком с накидом. Все. И у нас получается количество столбиков точно такое же, какое мы с вами изначально набирали. То есть вот такой вот ровненький, аккуратненький прямоугольник. Огонь, огонь. Вот такая вот красота. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки, комментируйте. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эти новинки. Делитесь с друзьями в соцсетях, с подружками. И, естественно, нажимайте на плюсик. Так вы сохраните видео к себе, да, в свой личный плейлист. И можете посмотреть в любое удобное для вас время. Всем ровных петелек. Я с вами не прощаюсь. Мы увидимся в новых видео. Пока-пока. Thank you.